Привет! Меня зовут Лена. В этом видео я покажу вам, как приготовить вкуснейший десерт Анна Павлова в ПП варианте. Слегка хрустящая основа, насыщенный вкусом клубничный курт и нежнейший сливочный крем. Этот десерт сразу покоряет неповторимым сочетанием текстур. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Первым делом нужно тщательно измельчить эритрит. Посмотрите, этот подсластитель, как правило, идет крупинками. Если начать взбивать белки с таким эритритом, эти крупинки не растворятся и останутся скрипеть на зубах. Здесь 40 грамм эритрита и 10 грамм интенсивного подсластителя, у меня это пребиосвит. Измельчаем их до состояния пудры. Вот такая мелкая пудра должна получиться. Теперь займемся белками. Понадобятся белки 3 крупных яиц. По весу должно получиться 115 грамм. Этого количества хватит на 8-9 пироженок. Начинаем взбивать на средней скорости. И постепенно всыпаем в белки смесь подсластителей. Когда белки начали увеличиваться в объеме, можно вливать 3 грамма сока лимона. И увеличить скорость взбивания на максимум. В этом рецепте обязательно нужно использовать именно эритрит. Это объемный подсластитель, и именно это качество нам важно. Он, подобно сахару, делает взбитые белки более стабильными. У эритрита есть еще одна особенность. Кроме сладости, он дает легкий мятный холодок. Поэтому желательно сочетать эритрит с другими подсластителями, чтобы эффект не был слишком выражен. Взбиваем до жестких пиков. Вот такая консистенция должна получиться. В белковую массу добавляем 12 грамм крахмала. И можно на низкой скорости немного размешать венчиком. Домешиваем лопаткой, если требуется, до однородности. Вот такая пушистая нежная масса у нас получается. Перекладываем ее в кондитерский мешок с насадкой и формируем пироженки. Я вам рекомендую использовать силиконовый или тефлоновый коврик, любое покрытие, к которому точно не прилипает тесто. Также важно предусмотреть, чтобы дно пироженок было толщиной не меньше сантиметра, иначе оно не сможет держать нашу тяжеленькую начинку. Выпекаю я пирожные при низкой температуре 100 градусов Цельсия около 50 минут. Эта температура позволяет идеально подсушить наружный слой и при этом не пересушить серединку. Еще один важный момент. Не доставайте пирожные сразу по готовности. Оставьте их постепенно остывать в слегка приоткрытой духовке. Итак, отправляем в разогретую до 100 градусов духовку на 50 минут. За это время как раз можно приготовить оба крема. Соединяем в ковшике 3 желтка, 150 грамм клубники, измельченной в пюре, 10 грамм крахмала и 10 грамм подсластителя. Тщательно размешиваем. Для этого курда можно использовать абсолютно любую ягоду. Мне даже больше нравится вариант с кислой ягодой. А вообще мой любимчик это лимонный курд. Его рецепт я показывала в торте Абу-Даби. Увариваем крем на среднем огне до загустения. Сюда же я добавляю нарезанную клубнику. Вот такой курд у нас получился. Обязательно накрываем его пищевой пленкой до полного остывания. И приготовим крем для шапочки. 300 грамм рикотты, 20 грамм натурального йогурта и 7 грамм подсластителя. Смешиваем с помощью блендера в единую массу. Получается вот такой очень мягкий и нежный крем. Если вашим пирожным предстоит перевозка или долгое застолье в тепле, то рекомендую сделать этот крем без йогурта. Так он будет лучше держать форму. Перекладываем крем в кондитерский мешок с фигурной насадкой. А наши основы для пирожных уже испеклись и полностью остыли в духовке. Они совсем легко отделяются от коврика. Я тут немного перепекла, верхушки пирожных начали темнеть. Они у меня простояли в духовке час. Не совершите моих ошибок. Уже после 40 минут выпечки следите за готовностью. Наполняем пирожные с помощью кондитерского мешка сначала курдом, а сверху делаем шапочку белого крема. Украшаем ягодами.
Нежный и красивый десерт. Если вы не пробовали его раньше, очень рекомендую приготовить, ведь это очень просто и очень вкусно. Давайте посмотрим разрез. Очень нежная основа и оба крема. Вкусно! Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!